Ласковый весенний месяц март расплескал над миром добрый свет. Кто родился в марте, тот крылат, и счастливым будет 1000 лет. А в этом марте у нас еще и масленичная неделя. Как же мы обойдемся без блинов? Да никак, не обойдемся. Печь блины будем сегодня на нашем новом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и посматривайте мой инстаграм Рубала Лара. Я буду вам очень-очень рада. Сегодня мы с вами будем делать блины, потому что блины любят все. Конечно, некоторые сидят на жесткой диете. Ну, посмотрите на меня. Была молодой и зеленой, и сытой бывала не слишком. О Хилтонах и Шератонах читала в заманчивых книжках. Но лучшей едой считала котлеты, а к ним макароны. И даже во сне не мечтала о Хилтонах и Шератонах. Ведет меня в горку кривая. В Парижах бываю и в Боннах, и запросто там проживаю, и в Хилтонах, и в Шератонах. По белому свету летаю, за иены, за марки, за кроны. Но лучшей едой считаю котлеты, а к ним макароны. Это так в рифму. Но знаете, когда езжу по разным городам, я говорю всякое разное. Вот я была в Казани, был концерт, и я говорила, а лучшей едой считаю ичпечмек, все были рады. А в Беларуси я сказала, а лучшей едой считаю картофельные драники. Поэтому вы считаете лучшей едой то, чем вы в этот момент кормите тех, кого любите и хотите накормить. Мы взяли муку блинную, с ней меньше возни. Можете из простой муки, но из блинной просто удобно. Вдруг вы пришли с работы, у вас времени мало. И вообще, это вкусная, хорошая мука. Вот я кладу муку, вот немножко. А сковородка, смазанная маслом, уже греется. Мы же любим, когда масло шкварчит. Это же аппетит вызывает. Я доливаю молоко и воду пополам. Можно только молоко. Кто как любит. Но мне кажется, когда то и другое, то вкуснее. Я не знаю, кто-то не кладет сахар. Я во все сахар кладу. Мне нравится с сахаром. Блинчики вкуснее, когда они немножко сладкие. Так, вот мы подготовили замес. Вот немножко соли. Так. И немножко сахара. А потом попробуйте первый блинчик. Если мало, вдруг подбавите, и будет у вас то, что надо. Я немного сахара кладу, чтобы они не горели. Вот так. И будет и вкусно, и гореть не будет. Помешаем как следует. Опа. Кто-то миксером, кто-то венчиком. Вот я люблю ложкой. У меня хорошо получается ложкой. Ну, вы знаете, какая должна быть консистенция. Как густая сметана, чтобы не было комочков. Это важно. Вообще очень важно вы знаете, я вас не то что учу, просто делюсь опытом. Важно перед тем, как начинаешь блинчики, чтобы все было под рукой. И половник, которым вы будете выливать в сковородку, и венчик, если он вам нужен для взбивания, и такая штучка, которую переворачивать. Все просто, напоминаю, вдруг кто забывает. Вот у нас уже и готово. Кто любит пожирнее, можете немножко сюда добавить растопленного сливочного масла или просто любого масла растительного. Вот получается такой однородный хороший замес. Прям красивый такой. И я выливаю на сковородку. Вот так. Он легко распределяется. Не пройдет и минутки. И блин у нас будет готов. Сейчас мы немножко подождем. Он у нас пожарится. Мне одна подружка говорила, что она наливает немножко воды минеральной с газом, чтобы пузырьки были. Я так еще пока не делала. Кстати, что я вам хочу рассказать? Блины же это не только русское блюдо. Это дело интернациональное. Почти все народы готовят блины или что-то на них похожее. Я такую штуку знаю. В Англии на масленичной неделе по вторникам устраивают соревнования с участием блинов. И вот хозяйки пекут блины, и главное, не кто сколько их съест или кто сколько их пожарит. Они потом бегают со сковородкой вместе с блинами и по дороге переворачивают блины. Вот кто больше раз перевернет, тот и победил. Вот мы пока один раз сейчас перевернем. Вот так, победа. Какой румяный, красивый блин получился. Ну просто так же мы их не будем есть. Мы сейчас их сделаем еще более вкусными при помощи всяких интересных штук. Покупаем маленький кусочек рыбы, режем ее на кусочки, снимаем ее со шкурки и положим ее в блендер. Не удивляйтесь, просто попробуйте сделать, как я говорю.
Посмотрите, как это будет здорово. А почему я так все говорю, кусочек маленький? Потому что мы добавим к этой рыбе, мы добавим творожный сыр. Это очень вкусно. Вот так. Раз. Погружаем, нажимаем. Если вам не хочется возиться вот так вот с блендером, потом все это мыть, возьмите рыбу, мелко-мелко порежьте, вилкой помешайте с творогом, и будет такой же результат, честно вам скажу. Вот посмотрите, как красиво получилось. Вы не стремитесь прям к однородности. Кусочки рыбы видны, видно, из чего это сделано. И красиво, и вкусно, поверьте. Чуть-чуть потерпите, мы сейчас кое-что сделаем, а потом уже будем есть блины. А что, собственно, кое-что? Вот мы сейчас возьмем печень трески. Кстати, знаете, я что советую? Когда вы будете покупать печень трески, покупайте в стеклянных банках, чтобы видно было, что вы покупаете. Я однажды была в Мурманске, у меня там были концерты. Мне посоветовали купить прямо на воде. Там сами матросы, они сами разделывают треску и продают эту печень трески. Правда, я ее очень люблю и покупаю всякий раз в магазине, такой вкусный, как в Мурманске. Я не ела никогда. Поэтому в магазине тоже смотрю на баночку, чтобы она мурманская была. Это вкусная штука. Вот у нас печень трески. Теперь мы берем яйцо вареное. Я вот так порежу, а потом вилкой домну, и будет очень хорошо. Это тоже будет вторая намазка на блины. Все очень подходящее. Главное, это каждый может. Тут не нужно обладать какими-то сверхспособностями кулинарными. Ведь это наша задача. Делать то, что могут все. Правда ведь? Вот, теперь мы помешали яичко вместе. И еще раз вилкой размяли. И у нас готова намазка номер 2. Тут волшебства никакого нет. Немножко опыта. И еще, конечно, главное, как я уже говорила, чтобы кто-то ждал. Принесешь? Неважно кто. Не обязательно, у кого нет мужа, есть умная, добрая соседка, или внуки, или дети, или подружки, да кто угодно. Я, например, люблю, чтобы за столом напротив меня кто-нибудь сидел, кормить, угощать и в ответ получать: ой, как вкусно, а дай еще. Вот для меня это самое лучшее слово. Дай еще. Не поленимся, сделаем еще одну. Мы возьмем селедку и тоже ее мелко порежем. И так же, как печень трески, помнем вилкой и положим еще сливочное масло. У нас-то девиз-то короткий, просто, вкусно, по таланту, по карману. Вы со мной согласны? Мне кажется, имеет смысл соглашаться. Вот так, быстро и недорого. Все, масло, селедка, нам это больше не нужно. Теперь мы это все вместе помнем и начнем блинчики превращать в произведение искусства. Вот у нас получилось 3 вот таких вот намазки. Вы знаете, японцы, с которыми много работали, они говорили, что нельзя есть еду, в которой нет 3 цветов. Там обязательно желтый, красный, зеленый. А мы вот подготовили я укроп, потому что мы втроем любим укроп. Японцы как цвет, я как вкус, и рыба как приправа. Мы берем этот зеленый укроп и посыпаем вот эту нашу селедочку с маслом. Он не повредит, не помешает. Можно укроп, можно зеленого лучка, кто что любит. И рыба любит. Давайте не пожалеем, мы сюда тоже посыпем. Вот так, вот так, вот так. Тогда и в треска, чтобы не обижалась. Хуже-то не будет. Вы знаете, кстати, я много лет работала с японцами. У них дети ходили в Москве в детский сад. И однажды одна девочка уже уезжала из Москвы к себе в Японию и очень плакала. Я ее спросила: почему ты плачешь? Она говорит: в Японии укропа нет. У них какие-то заменители нет, но такого запаха, как наш укроп, конечно, нет. Блины готовы. Вот они, горячие, только со сковородочки. А мы сейчас их превратим в произведение искусства. Мы кладем в серединку одну из наших намазок. Можно немного, немножко. Так, и сворачиваем вот так, и вот так. И уже готовим к тому, чтобы их подавать. Второй блинчик. Кладем наш печень трески. Я повторю конвертик. Надо делать то, что получается легче и красивее. Мне кажется, что конвертиком хорошо. Берем третий блинчик. Кладем сюда нашу... Можно все одной ложкой, потому что примерно все с рыбой же, поэтому они друг другу не мешают. Вот так, опять конвертик на тарелочку. Знаете, когда я работала с японцами, они с удовольствием ели блины.
А это было давно еще, в те времена, когда жизнь была совсем другой. И часто к японцам приходили большие люди. Ну, во-первых, что-нибудь японское они дарили в подарок. Во-вторых, приходили в ресторан, вместе ужинали. Ну, японцам не жалели. Всегда на столе была красная и черная икра. Я смотрю, однажды глава делегации ест блин, кладет туда черную икру, сверху красную икру. Я думаю, зачем вы так делаете? А он говорит, вот господин вот тот так сделал, говорит, очень вкусно. А господа ели только так. Я не скажу, кто были эти люди. Они были неплохие люди, просто у нас тогда ничего не было в магазинах. И когда им попадало что-то такое, они этим пользовались. Вот так опять рулетики получаются. Вот так, очень вкусно. Не будем нарушать традиции. Великий царь с утра капризно топнул ножкой, и вся в слезах махала веером царица. Медовой браги в кружку царь плеснул немножко, и уж не злится, и с народом веселится. И летели времена, и менялись времена, и другие времена наступали. Пили рюмочку до дна, пили чарочку до дна, пили так, чтоб дно увидеть в бокале. А мы чем хуже? Нальем, выпьем? Выпьем за праздник, за то, чтобы жизнь ваша была радостная, светлая, теплая, сладкая, как наши сегодняшние блины. А теперь, как всегда, все тот же рецепт счастья. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник в ней каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное неважно. А вам осталось загадать желание, поднести руку к экрану, подержаться за мою левую ладонь, и оно непременно исполнится.